Что за стул сегодня принесли? Шатается, не такой, как надо. Ужасный стул. Вечно так в жизни. Стул не тот, жизнь не та, все не так. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. С вами Ольга Демчук, у которой сегодня все будет не так. Я начала с недовольства стулом, и мы через недовольство очень часто выстраиваем контакт со своей жизнью. Можно быть недовольным стулом, можно быть недовольным мужем, можно быть недовольным жизнью, можно быть недовольным этим миром. Давайте попробуем понять, что с нами происходит, когда мы недовольны. Вот на примере стула. Когда я вижу, что стул не такой, у меня есть к нему претензии, то я начинаю проявлять эмоции по этому поводу. Я могу проявить эмоцию злости, а могу эмоцию страдания. Злость – это когда я чертыхаюсь. Я говорю, что это такое, что это за стул. А эмоция страдания – это когда я говорю, Боже, как же мне не повезло, и стул у меня тоже не такой. И эти две сюжетные линии, одна из которых идет злость, а вторая из которой идет страдание, они исходят из одного места, из неудовлетворенности. То есть, придя к стулу, я увидела, что он не такой. Образ стула не совпал с той картинкой, которая есть в моем сознании. И разница между тем, как должно быть и как есть, и порождает это эмоционирование. И мы в этом эмоционировании как будто уже воздействуем на реальность. Давайте представим, что я одна в комнате, и все эти мои эмоции и злости, и страдания, они как монолог с самой собой. То есть я или же чертыхаюсь, говорю со злостью, что это за стул, или же страдаю, говорю, Господи, еще и стул у меня не такой. Но все эти слова могли бы быть обращены к кому-то. То есть, если бы, например, в этой комнате был бы мой муж, то я могла бы эту претензию предъявить ему. Например, сказать, стулья шатается, у тебя что-то за хозяин. Или же сказать, Господи, ну я же попросила тебя сделать так, чтобы стул не шатался. То есть я могу на него наехать со злостью, а могу предъявить ему свою боль, свое страдание. И эта претензия будет адресована конкретно к нему. И это действие я могу считать достаточным. То есть я поэмоционировала, и внешний мир откликнулся на мое эмоционирование и исправил то, что мне не нравилось. То есть наше вот это бурное эмоционирование по поводу чего-то, оно как бы связано, оно пришло из момента, когда нам было кому предъявить эту претензию. И даже сейчас человек обращается к Вселенной, или говорит, Господи, за что мне это? Или говорит, что у меня за судьба такая? То есть он продолжает вести этот диалог. Но у людей есть вот эта направленная претензия кому-то, но всю эту претензию я могу направить и на себя. И я имею неудовлетворенность, имея стул, который мне не нравится, имея недовольство, ухожу в бурные эмоции. То есть я фонтанирую эмоциями, но мой ум не направлен на исправление того, что мне не нравится. Потому что я как ребенок, который или кричит, или плачет, и часто это все идет вместе. Сегодня я вам подготовила схему. Так, это мое зеркало тут
немножко упала. Сегодня я вам подготовила схему, и человек, застревая внутри этой схемы, свою жизнь не меняет, но ему кажется, что бурно эмоционируя, он воздействует на реальность. Итак, придем в точку неудовлетворенности. Возьмите свою неудовлетворенность, например, не стулом, а тем, чем вы действительно сейчас в жизни недовольны. Кто-то недоволен количеством заработка, кто-то недоволен своей семейной жизнью, кто-то недоволен своей реализованностью. Найдите то недовольство, на которое вы можете опереться, которое вам понятно. Сейчас в центре этой схемы мы поставим «Я недовольство стулом», а вы то, что вы выбрали. Итак, у меня есть неудовлетворенность. Я могу уйти или в страдание, или в злость. Когда человек уходит в страдания, создается впечатление, что он все время находится на кладбище и что-то оплакивает. То есть это состояние, как будто ты все время на похоронах, и ты все время оплакиваешь того, чего у тебя нету. Ну, например, я смотрю на себя в зеркало и говорю, ну да, внешность не такая, как мне хотелось бы. Я не так хороша. И у меня есть претензии к себе. Нос не такой, брови не такие. И в этой претензии я могу идти в страдание, когда я говорю, Господи, за что мне такая внешность? И в этом страдании я могу пойти в обвинение других или же в обвинение себя. Вот, например, я недовольна своим лицом. И я говорю, это все родители виноваты, это их гены. У моей мамы, значит, был такой нос, и у меня такой нос, у моего папы были такие брови, и у меня теперь такие брови. Я взяла все самое худшее, потому что мамы нос был лучше, а брови были у папы лучше. И вот так вот гены распорядились, и мама что, не могла найти мужчину покрасивее для того, чтобы сделать его моим отцом? Или мама могла бы быть покрасивее, почему я родилась у этих родителей? То есть таким образом я из своего недовольства перехожу в претензии к другим. Д – это другие. То есть из этой своей неудовлетворенности я начинаю искать того, кто в этом виноват. И, несомненно, других нам обвинять гораздо легче. Когда я обвиняю своих родителей, то если я злюсь на них, то тогда они агрессоры, которые испортили мою жизнь, покалечили мою жизнь. Если бы у меня была другая внешность, я могла бы устроить совсем по-другому свою судьбу, и мне не приходилось бы эти ролики сейчас вам снимать. Вышла бы замуж удачно, и все. То есть, когда я злюсь, то я назначаю своих родителей агрессорами, которые на меня напали и испортили мне жизнь. Но я могу страдать, тогда мои родители будут мучителями. Бедные и несчастные, они мне испортили жизнь. То есть они мучители, и я страдаю. Помните, я вам говорила, страдающий человек, он все время как будто на похоронах оплакивает свою несостоявшуюся внешность, которая могла бы быть. И если я ухожу не в страдание, а в злость, то я тот человек, который все время находится на войне и воюет с другими людьми. То есть я начинаю их проклинать или что-то подобное, и в этой злобе я как боец, который все время с кем-то сражается. То есть наше недовольство, оно, выходя в злость этими атакующими ужасными обстоятельствами людьми или в страдание, когда они причиняют мне боль, по факту является одним и тем же. Я ничего не делаю, я только эмоционирую. И моя психика это эмоционирование воспринимает как действие, которым я
пытаюсь воздействовать на то, что мне не нравится. То есть вот эта вот претензия, обращенная к другому, идущая из детства, она является для нашей психики достаточным действием. То есть я что-то сделала, я позлилась или я поэмоционировала. Но, смотря на себя в зеркало, будучи недовольной своей внешностью, я же могу напасть и на себя. То есть все эти эмоции могут быть обращены ко мне, к самой же себе. Например, я недовольна тем, какая у меня кожа. И я начинаю атаковать себя, что я могла бы больше внимания уделять. Я неизвестно чем занимаюсь, какой-то ерундой, вместо того, чтобы уделять внимание своей коже. То есть я атакую себя, но я могу и страдать, я могу плакать себе по поводу того, что моя кожа ужасная. Как же мне не повезло с кожей, что у меня за жизнь такая? Не жизнь, а это сплошные мучения. И тут мне не везет, и тут мне не везет, и еще и с кожей не повезло. То есть я могу назначить себя мучителем, я та персона, которая не может обеспечить себе нормальную кожу. И я или плачу по этому поводу, или злюсь по этому поводу. Ну, с внешностью попроще, а теперь давайте перейдем на более сложные модели, например, семейную жизнь. Когда я не удовлетворена своей семейной жизнью, у меня нет взаимопонимания, у меня нет поддержки с мужем, то я в этом недовольстве точно так же перейду в страдание или злость, и в этом я сделаю виноватым мужа или виноватой себя, что я недостаточно хороша, чтобы получить это взаимопонимание, или же муж недостаточно хорош, чтобы дать мне это взаимопонимание. То есть я не приступила к решению проблемы, я не занимаюсь устранением проблемы. Например, в самом начале, увидев, что шатается стул, можно отрегулировать его ножки любым способом, просто сложить бумажку и подложить, например. Или же еще каким-то образом приклеить кусочек чего-то под ножку. Я выхожу в действие, которое конкретно это исправляет. Но если я ухожу в эмоционирование, то я ничего не исправляю. У меня ум даже не направлен в сторону исправления того, что мне не нравится. Точно так же в семейной жизни, когда я предъявляю претензии себе, агрессивные или страдательные, когда я воюю с собой, ты ничтожество, которое не может даже себе нормальную семейную жизнь обеспечить. Или же я говорю, что, ну, конечно, ну, такая вот ты несчастная, убогая, и все у тебя плохо. То есть или страдаю, или злюсь на себя, я не приступаю к решению этой проблемы. Точно так же, если я предъявляю претензии вербально или ментально своему мужу, что он не может мне это обеспечить, я, например, с подругами это обсуждаю, или же лежу, когда у меня бессонница, думаю про это, то я не приступаю к решению этой проблемы. И человек, попадая вот в этот лабиринт недовольства, я его так назвала, лабиринт недовольства, он по нему может бегать бесконечно долго. И я как бы вам отдельно говорю про страдания и про злость. Да? Мы смотрим через такую лупу, через микроскоп на то, что происходит у нас внутри. И я вам отдельно показываю, когда я это недовольство адресую себе или адресую другому. Но по факту человек может это все делать одновременно и буквально секунды перескакивания с одного на другое. То есть, если я недовольна тем, что у меня нет взаимопонимания, и я могу только эмоционировать, и считаю свое эмоционирование достаточным действием, то у меня в голове не возникает опция «надо поговорить с мужем». И если даже она возникает, то я уже могу быть настолько вымотанная в этой
в этом эмоционировании по этому поводу, что я накрученная, подхожу к нему и вываливаю это или со злостью, или же предъявляю ему свою боль, свои страдания, и он себя чувствует плохим, и наш диалог не состоялся. То есть, если я, обнаруживая неудовлетворенность, пойду по этому лабиринту, то в разговор с мужем, в частности, я войду неадекватная. Я уже зайду или же накопившее страдание, или накопившая злость. Теперь давайте попробуем еще более сложную схему взять. Например, зарабатывание денег. Когда я думаю о том, что мне недостаточно тех денег, которые у меня есть, то самое простое тоже уйти или в злость на себя, ты бездарь, который не может нормально заработать, или же уйти в страдание, что мне не повезло, вот другим повезло, и я такая бедная несчастная. Или же уйти в предъявление претензий другому миру, стране, обстоятельствам, судьбе, родителям и так далее. И если я занимаюсь поиском вот этих вот виноватых, то энергии на то, чтобы стратегически размышлять о повышении заработка, у меня уже не будет. Я вымотанная. И это ухождение в страдание или в злость настолько для нас естественное, что мы, не замечая, можем часами крутиться вот в этом лабиринте недовольства и не понимать, что мы таким образом ничего не меняем. Мы ничего не обдумываем, мы не идем ни в какое решение проблем. Если же я понимаю, что мне недостаточно заработка, то я себя первоначально должна остановить, не уйти в злость или страдание, и должна подумать, как я его могу увеличить. И тут мы с вами переходим ко второй схеме, которую я вам подготовила. Итак, если у меня есть представление о том, что я должна зарабатывать, допустим, на $5000 больше, чем сейчас, или на $1000, а та я, которая есть с этим маленьким заработком, я себе отвратительно, я себя не принимаю. И я мечтаю только о том, что у меня зарплата прямо вот завтра должна стать $5000. Или же завтра муж должен дать мне это понимание. Или завтра я должна сама организовать это взаимопонимание. Или же завтра я должна сделать, чтобы кожа лица у меня была лучше. Но завтра починить стул легче. А когда касается таких стратегических проблем, как заработок, внешность или отношения, это завтра невозможно решить. И человек не может это получить завтра. Это невозможно по объективным причинам. И из-за того, что он не может уменьшить свою потребность до увеличения заработка, допустим, на $100, он отказывается от возможности зарабатывать больше на $100, потому что он хочет быть зарабатывающим $5000. Никаких $100. Не надо мне этой мелочевки. Или же, если с мужем у меня получилось достигнуть взаимопонимания, хотя бы к нему пришло без злости и претензий, и появился небольшой маленький контакт, в котором мы проясняем отношения, я этим тоже не удовлетворяюсь. Не надо все или ничего. Есть такая песня. Все или ничего. И я отказываюсь от доступного мне, от возможного мне, но я при этом испытываю недовольство, и я ухожу или в тот лабиринт, который я вам показывала, или же я отменяю это. То есть я вообще забываю, я стираю свое желание больше зарабатывать. Или я стираю свое желание уделить внимание своей коже. То есть можно сделать какую-то там масочку на лицо, но я хочу сразу завтра эту другую кожу, и поэтому чуть-чуть мне не надо.
Точно так же в взаимоотношениях с мужем я могу немного улучшить атмосферу в семье, хотя бы не предъявлять претензий и не со злостью это говорить, не нападать на себя, не нападать на него, попробовать разобраться. Но из-за того, что мне доступен только маленький-маленький результат, я его не беру и отказываюсь. Например, как увеличить заработок на $100? Ну, написать кому-то курсовую, например. Я когда-то таким занималась, я писала дипломные работы, когда работала экономистом, и тем людям, которые учились на бухгалтеров или экономистов, я писала дипломные работы. И тогда, это было лет 20, наверное, 25 даже назад, это стоило $100, и тогда это были большие деньги. Вот на эти $100 я могу увеличить заработок, но мне тогда надо напрягаться, мне надо тогда пожертвовать выходными. Но если я хочу завтра 5000 и не жертвовать выходными, то тогда я или же ухожу в лабиринт этого эмоционирования, или же говорю, да ладно, и так проживем, и этого заработка нормально. Или говорю, да, ну, у некоторых людей похуже с мужьями, так что нормально. Или говорю, да нормально, у меня кожа для 50 лет просто чудесная, пускай так и будет. То есть я или отменяю свою потребность, или эмоционирую свою потребность, но я могу сделать еще хуже. Я начну перекраивать картину мира так, чтобы это, например, мое недопонимание с мужем, я говорю, это нормально. Вот это нормально ругаться. Все ругаются, я тоже ругаюсь. Или говорю, да, нормально с такой кожей быть. Из-за этого человек не может развиваться. То есть он из-за того, что он или напряжен, или же из-за того, что он ставит слишком большие цели, он говорит, так нормально, или же вообще коверкой говорит, прекрасная у меня кожа. И многие люди из-за того, что они не выдерживают это эмоциональное напряжение в лабиринте, они не видят своих недостатков, потому что у них или желание изменить его сразу, или столько эмоций, что проще этого не видеть. И человек даже может искренне обсуждать, осуждать кого-то другого, у него то же самое, но он в себе это не видит, потому что он это отменил, чтобы не эмоционировать или чтобы не ставить недостижимую цель. И таким образом человек отменяет всего себя реального. То есть из-за вот этого лабиринта, я надеюсь, вы его нарисовали, чтобы я предлагаю вам его нарисовать, и именно собственный рисунок сфотографировать, чтобы был в телефоне. И когда вы встретитесь с какой-то неудовлетворенностью, вы его достанете, посмотрите, определите, вы пошли по нему сейчас или нет в размышления своей проблемы. То есть вместо того, чтобы удовлетвориться доступным, например, как мы с вами говорили про заработок, про отношения, про внешность, человек находится в полном отвержении своего реального «я». То есть, если я не такой, как надо, а стать завтра и полностью таким, как надо, я не могу, то я коверкаю свой образ и вообще отождествляю себя с другим человеком. Многие люди отождествляют себя совсем с другим человеком, пока не посмотрят на себя в зеркало. Или же многие люди создают какую-то норму об отношениях, и только если они увидят, что кто-то другой, в какой-то другой семейной паре другие отношения, они как будто вспоминают, что у них что-то не так. Или же я свою кожу в упор не вижу, а потом я увидела фотографии, увидела, что у меня кожа не очень. То есть человек может вообще, отвергнув реальное «я», жить в придуманном образе, в придуманной жизни. И ему недоступна никакая эволюция, никакие изменения из-за вот этих всех процессов, которые я перед этим вам описала. Какой вывод из всего этого? Первоначально, несомненно, надо назвать вещи своими именами. И в этом назывании своими именами вот этого честного принятия того, что происходит, у человека зачастую нету.
То есть, когда он говорит, да, у меня такая кожа, да, у меня такие отношения, да, у меня такой заработок. Не уходя вот это вот все эмоционирование. После этого принятия человек думает, что мне сейчас доступно. Вот на этом небольшом рисуночке здесь показано реальное я, та, которая я есть сейчас, и реальное я один. Вверху нарисовано один. И допустимая или же доступная возможность мне это изменить. Чуть-чуть. Вот на это чуть-чуть, если я соглашаюсь, то я потом из РЯ1, из реального Я1, выстраиваю РЯ2, РЯ3 и так далее, и так далее. И это вот те самые ступени, про которые говорят часто на тренингах, что надо выстраивать себе вот эти ступени. Но человек на эти ступени не может ступить, потому что, насколько я вижу по людям, по своим клиентам и в целом, общаясь с посторонними, человек, если чем-то недоволен, он тут же уходит в эмоционирование. Какие-то элементарные моменты. Человек, например, заходит в метро, нету свободного места. Или же человек заходит в магазин, и там очередь, и все. И он побежал по этому кругу. Очередь, надо было мне прийти не в час пик, эти люди набились, я их ненавижу, что они меня мучают или что они меня раздражают своим присутствием. То есть человек настолько привык к этому доступному, самому близлежащему действию эмоционированием, что у него не возникает момент анализа. Например, анализ: да, я пришел не в то время, то есть сейчас час пик, мне надо спланировать свой график так, чтобы я попадал в другое время. И вот это, вот этот вот вывод, он как раз и позволяет сделать этот небольшой шаг. Да, у меня нет взаимопонимания в отношениях, но я точно, послушав ролик Ольги Демчук, могу уменьшить или злость, или страдания, которые предъявляю партнеру, и тогда у меня быстрее получится диалог. Вот такой сегодня я ролик сняла для вас, стратегический, про страдания и злость. Я бы хотела, чтобы вы включились в обсуждение и написали, вы больше кто, попробовали проанализировать. Вы тот, кто постоянно на кладбище плачет, страдает, или же тот, кто постоянно воюет, в злости недоволен? Какого удельного веса у вас больше? Вы тот, кто чаще обвиняет себя, или тот, кто чаще обвиняет других? И когда вы определите это, поделитесь, напишите, то у вас должны быть ушки на макушке на этот момент. Вот когда вы идете в эти свои привычные паттерны поведения. Ну и напоминаю, что у нас в начале декабря начинается школа отношений. Я, честно говоря, сама ее жду. У меня так часто бывает, мне какая-то тема интересная, я туда начинаю погружаться, мне так интересно, так интересно. И на этой школе отношений будет два ключевых момента. Это как говорить со своим партнером, как говорить наравне, как не говорить без этой злости, обвинений в том числе. И каким образом можно воздействовать и менять эти отношения. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. До встречи.